150 тысяч лосей и погнали, пишет Фарсон. Легко. Сдержишь ли ты свое слово? Да. Хорошо. Давайте. 150к лосей я сделаю это. 150 тысяч лайков. Я не буду снимать, я проведу оттуда прямой эфир. Ну да, почему бы начать смотреть минуту и не записать ролик? Впрочем, ничего нового. Ночь в заброшенном корабле «Призраки», нам удалось это заснять. Я тут просто сказали интересные видео. Я тут забыл кнопочку одну нажать. Ребят, ставь лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте, у Димона скоро 13 миллионов подписчиков. Также не забывайте подписываться на наш канал. Куча нового контента ждет вас в этом году. Уже начали выкладывать там по еде, по всему остальному. Скоро порадую новый заброшечек. Поехали. Руина получается. Кто здесь? Дима, это ты? Пойму, что вот это за шипение. Сука, за дверью, у меня ощущение, полное ощущение, что за дверью кто-то стоит сейчас. Это пи***ц. Ощущение, что за дверью кто-то стоит, клянусь, я, блядь, клянусь. Но это, возможно, самовнушение больше. То есть Димон уже через это проходил, так что я думаю... Ребят, мы не одни на корабле, кто-то еще здесь есть 100%. Мэйдэй, нужна помощь. Аппаратура отказала. Идем вслепую. Мэйдэй. Погода ухудшается. Возможен шторм. Идем вслепую. Повторяю, идем вслепую. Мэйдэй. Мне одному, знаете, что напомнило? Я сижу еще такой, думаю, где-то что-то я такое, что-то я подобное где-то встречал. Я понял, где я что это встречал. Знаете где? Не в видеоролике. Man of Medan. Предыдущая часть, эта игра, там как раз тоже про корабль было. Да-да-да, у нас есть прохождение этой игры, если что. Можете посмотреть и убедиться. Man of Medan называется. Капец он огромный. Охренеть просто. Друзья, прямо сейчас вы увидите место нашей сегодняшней ночевки. Очень интересно, где они это снимали. Очень антуражное место, крутое. Очень круто. Прям сохранившееся все. Я не думаю, что это где-то в нашей... Удивительно, его как будто сюда прям выбили. С одной стороны, вроде на... Может быть, где-то Камчатка или... Не знаю. Твою же мать, какой он здоровый! И неужели мы там проведем целую ночь? Вся ржавая. Но это действительно реально корабль-призрак. Со стороны выглядит именно так, по-другому не скажешь. Чтобы вы понимали, полгода назад я уже был на этом корабле. Я участвовал в проекте Насти Ивлеевой, приехал сюда с другими блогерами и познакомился с хозяйкой этого корабля. И девушка мне рассказала, не зная, чем я занимаюсь, что у них на этом корабле происходят действительно очень странные вещи. И вот мы приехали сюда, чтобы провести там ночь и на себе ощутить, что же это все-таки такое. Но очень похоже, что это вообще на металл корабль. Очень похоже. Я могу ошибаться. Вообще-то охранник. Ну, с декабря месяца. Вы здесь работаете, вы здесь постоянно практически Да. находитесь. Да.
вообще-то и даже и круглосуточно, особенно вот эти все нюансы, которые происходят на корабле, в основном я лично чувствую, ну не то, что чувствовал, я и видел даже. Вот, ночью. Ну, сплю, естественно. Вот, Муся тут ходила, потом слышу, она таким дурным кошачьим голосом орёт. Я думаю, что такое? Потом явно слышу шаги тоже. Так же вот прямо по коридору идет человек. Думаю, ёпрасота, как же так? Трап поднимали, и Кристинка же тут была. Не заметили, человек зашел. Вроде шаги появляются сюда. Я говорю, ну сейчас я его и зацапаю тут. Открываю дверь и фонарик. Вот. Шел же явно, думаю, сейчас я его застану. Никого нет. Вот я мне, ну, естественно, впечатление такое, что дыбом волос поднимается. Ну, думаю, а может, мало ли, может, я заснул, может, еще что-то. Ну, явно, но еще и кошка орала. Как говорят, ну, я уже, так сказать, в возрасте человек, говорят в народе, что животные, особенно кошки, они чувствуют потустороннюю силу вот эту. Да, махина, конечно, просто невероятная. Посмотрите на лестницу, она выглядит так, как будто бы она нас не выдержит. Она стоит на 2 камушках. Что это такое? Я называю это уверенность. Это Россия! Он там, смотри, приварен на основании, поэтому не так страшно. Заходите, господи. Ну, слушайте, отсюда уже можно нормально так разбиться. Потрясающе, просто. В общем, какая схематика? Как вы понимаете, это грузовой корабль, который выбросил на берег. А вот это все трюма. То есть туда загружали контейнеры и прочее. Я не думаю, что его выбросил на берег. Не хочу к словам прикапываться, но стопудово целенаправленно корабль засадили так. Ну, такую махину. Вы представляете вообще, сколько это денег все стоит? Ерды, это вообще забейте. Мне просто интересно, но, судя по всему, мне кажется, он под списание корабль. Дичь, которую привозил этот корабль. Хотя могу ошибаться, может быть, действительно выбросил. Да, чуваки. Это самая атмосферная ночь в нашей истории, мне кажется, будет. В общем, мы будем находиться, получается, вот в этой части. То есть здесь каюты, часть для экипажа, и все уходит вниз, как 8-этажный дом. Вот сейчас мы здесь находимся, слышим все, что здесь происходит. Мне кажется, необычные звуки — это естественно для этого места. Да. Но там совершенно другие истории. Она сейчас расскажет. Я думаю, что вы будете очень внимательно прислушиваться ночью. Судно, вообще Рио, название у него 7-е по счету на самом деле. Его сюда выкинуло ровно 3 года назад. Слышала очень много странных звуков, в том числе шаги. То есть это самое, наверное, аномальное явление, такое можно сказать. Одно дело, когда ты слышишь, там дверь захлопнулась или что-то где-то упало, то есть это естественно, судно старое, ржавое, где-то что-то скатилось, это еще нормально. А когда были такие случаи, что, допустим, я сплю, ложусь спать в каюте, и явно кто-то идет по судну, то есть слышно такие шаги, кто-то идет. Приятная девочка. Головой я понимаю, что здесь, по сути, кроме меня и охраны никого нету. Охрана спит в соседней каюте, то есть если бы они выходили, по крайней мере, скрипнула бы дверь или хлопнула. Но шаги просто идут. При этом становится, на самом деле очень страшно. Открываешь дверь, там никого нету. Ребята, просто посмотрите, кругом все красное. Я предлагаю вообще следующую схему. Мы сейчас корабль не осматриваем. То есть мы ждем на палубе темноты, и потом уже в полной темноте идем внутрь. Потрясающе. Идем внутрь. Потрясающая идея, Дима. Мы в полной темноте идем внутрь, его исследуем, и только потом уже выбираем места, где мы остаемся, ночуем и так далее. Мэйдэй, нас выносит на
Крайне глупая затея, не в обиду никому. Никто не знает, кто бы там что ни говорил. Мы с вами увидели вот здесь, вот, когда они только-только подошли к кораблю, что он, видите, там граффити внизу разрисовано, то есть не настолько он там прям мега хорошо охраняется. Возможно, что корабль используется вообще как заброшка, огромнейший плавучий такой целый город, в котором в любом месте могут быть абсолютно любые люди, вообще абсолютно любые. То есть перед съемками, тем более ночными, как минимум прошерстили бы весь корабль просто сверху вниз 100%. То есть это прям железно надо было делать. Очень это опасное мероприятие. Вот такими вот вещами ночью тем более заниматься. Плюс я как тоже человек немножко уже понимающий в этом, все равно хотя бы нужно кого-то запускать, смотреть на целостность конструкций, так как корабль старый, может где-то провалиться, может где-то быть небезопасно. По-любому Димону или команде должны были об этом сказать. То есть если хотя бы даже не он сам, допустим, у нас перед тем, как я куда-то еду на заброшку, либо в какое-то опасное место, есть человек, который едет, он смотрит, он помечает эти места, он просто мне заранее говорит, что, слушай, есть такое-то здание, есть там основное, не основное, вот туда зайдешь, смотри аккуратно, там 2, допустим, пролета и перил нет. Либо там хлипко это все выглядит. Я примерно стараюсь уже, когда захожу, все это как-то моделировать. Так что... Опасно. Очень, очень опасно. И хотя бы, да, чтобы хоть бы трап подняли. Нет, все равно корабль надо осматривать. Извините за такое лирическое отступление. Нас кто-то слышит, прием! Нужна помощь, нас выносят на берег. Терпим крушение, повторяю, терпим крушение. Нет, трап-то поднимут, но если кто-то там... Ночновато. Но ночью намного стремнее. Кто смотрел фильм про корабль-призрак? Я смотрел. Это потрясающая комедия. Блин, вот если смотреть в камеру, и если смотреть вот так в камеру, то я бы не открывал эту дверь. Вы готовы, дети? Там, соответственно, первый этаж корабля с каютой. Ты готов? Блин, как это атмосферно! Блин, чуваки, ну реально как будто в этом фильме ужасов. Эй! Жестко выглядит, очень жестко. Я просто не хочу смотреть вдаль. Знаете, какая основная проблема сейчас у нас будет? То, что мы зашли внутрь корабля, у нас нету обзора на внешку, то есть мы не видим там, соответственно, Луну, море и так далее. А корабль наклонен в бок. Это дополнительные проблемы создает. С вестибулярным аппаратом, и ты немножко дезориентирован сразу. Чувак, смотри, каюта, ты здесь ночевать будешь? Там еще один коридор, ребят, там еще один коридор, посмотрите. Достаточно длинный. Давайте попробуем в полной тишине еще секунду постоять. Да не, ну хорош, Димон, ёпта, но судно ржавое, старое, огромное, выброшено на берег. Непонятно, как оно выброшено. Перекошено, не пикаешь, что оно будет издавать звуки. Ну хорош. Это такое уже... Пока нет, пока не верю. Что это было? Мы только зашли сюда, ребят. Это нормально, мы только зашли, ну. Пойдем туда. Не хочу. Очень похоже на животное какое-то. Звук, ну, типа, Кошки, он не может быть собаки. сам по себе, ну, типа. Хотя слишком громко. Давайте так, это огромный ржавый кусок металла. Ты видел палубу? Вот, Как вот выглядит? это правильно. Соответственно, мне кажется, это нормально, что он разрушается, там что-нибудь болтики отваливаются. Даник, не отставай, пожалуйста. Чуваки, надо проверить. Ой, там коридор еще продолжается. Смотри. Даник. Смотри, он прям манит этот коридорчик. Да не очкуй, Славик! Я 100 раз так делал. Куда, знаешь? Вообще не манит. Не майнит. Ты что, слышал? Мне кажется, это что-то падает на металл. Бля, не
представляю, если в одного туда зайти. Ну, там не будет интернет ловить. Как бы ты ни старался, можно запариться, но на весь корабль инет будет, чтобы прокинуть, это будет крайне сложно. Какой-то один этаж, в принципе, можно провести. Столько помещений, господи. Вот, чтобы вы понимали, что здесь есть наклон, видите, жидкость вся сконцентрировалась туда. Знаете, какой прикол, что это судно типа для огромной команды, там больше 50 человек, а мы сейчас здесь... Нет, такие стены, металлические перекрытия сложно очень будет пробить. Хотя на последней заброшке мы это сделали, но довольно геморно. Втроем. Эта команда хотя бы дня за 3 должна туда выезжать. По-настоящему очень атмосферно выглядит, что вещи все на месте. Да. То есть Как будто в панике, знаешь, сбежали отсюда или что-то произошло здесь. Странно, что никто ничего не своровал. Вот в чем прикол. Ну, получается, вы исключаете возможность того, что Отключаю абсолютно. это звук металла, волны бьет. Потому что там Не-не-не. звуки просто лютые звучат из трюма. Тем более к этим звукам я уже давно привык. И звук этот металла, который я уже к нему, так сказать, привык и хорошо его изучил. Хочу сказать о том, что перепутать я не мог никак. Вот. Тем более кошка на это тоже не реагирует. Волны. Да, это волны, скорее всего, бьют. Диман, ты говоришь, допустим, что сюда вряд ли кто-то может зайти, но любая веревка длинная. Смотри, в любом случае, ребята, которые нам давали интервью, они так или иначе следят за кораблем. Вот ты опять слышал это? Ну это кап, мне кажется, это катки. Да не похоже на капли. Эй! Посветите, ребята. Че ты лыбишься, Диман? Ну, это на самом Звуки старого корабля, ребят, там могут быть любые. Это, ну, забейте, это металлическая конструкция. Ну, по большинству своему. деле было не так часто. Самое страшное было, это когда я вытащила матрас наверх, на капитанском мостике я ночевала. Ну, решила, ночь, тепло, лето было, очень жарко. В каютах у нас спать очень душно. То есть, чтобы вы понимали, когда на улице 30 градусов ночью, в каютах не продувает ветерочек, то есть там невозможно спать. Я вытащила матрас наверх, на капитанский мостик. Ко мне пришла Муська. Мы с ним спим, лежим, то есть я глаза закрыла и сквозь сон слышу шаги. Кто-то пришел, кто-то встал надо мной. Я думала, это охранник пришел посмотреть, все ли хорошо, все ли нормально. Но я дальше продолжаю Кто-то пришел, кто-то встал надо мной. Встал и встал. спать, при этом Муська спит со мной. Все, слышу шаги, кто-то ушел обратно. То есть постоял надо мной человек какой-то, и кто-то ушел обратно. Я с утра просыпаюсь, подхожу к охране и говорю, вот, зачем приходили? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну вы зачем приходили ко мне, что спросить хотели или что смотрели? Они говорят, мы вообще не приходили, мы не просыпались. Короче, ясно, во всем виноват бухой охранник. Здесь где-то, по-моему... Ладно, смехом, давайте посмотрим. Что это? Это улица, да? Бля, чувак, тут ванна. Металлическая такая, она прям... Я не знаю, как можно мыться в такой ванне, конечно. Выглядит, конечно, как-то... Эй, Егорик, он вроде... Да, не, конечно, работает. Я слышу какие-то там кашель опять это слышу. Ты что завис? Даник, ты чего? Да. Даник, ты чего? Ты что-то услышал? Ты что-то услышал? Опять кашель.
Серьезно? Нет, блядь, шучу. Иди сюда. Короче, он услышал кашель с той стороны. Вон там. Отсюда был? Ну точно отсюда. Вот видите, тут все равно охрана, видите, тусует. А сколько здесь человек? Не знаешь, типа, в основном? Человек 5, наверное, 6? Погоди, Диман, кроме нас есть кто-то? Сука! 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 Ёб, я думал, это крыса, блядь, гигантская, клянусь. Я думал, это крыса гигантская. Он дернулся, и эта крыса дернулась. Это кошка. Это котейка. Привет. Милая. Так, погоди, Диман, кроме нас кто-то есть? Барсик, здесь? Барсик. Котейка, вон. Ну, вообще, ой, вообще не должно. Вот кот. Барсик, бар. Запись судовой журнал 12:45, говорит капитан корабля. Круто сделали. Нас вынесло на берег. Очнулся 2 часа назад, ничего не помню. Голова раскалывается. Приборы сошли с ума, я не могу понять, где мы. Самое странное, нет никого из экипажа. Трап поднят, людей нет. Камера пишет. Смотрите, у нас есть несколько локаций, с которыми связаны основные истории. Это капитанская рубка. У нас есть двигательный отсек, в котором также что-то слышит постоянно. И есть каюты. И есть вот эта комната, где перемещаются предметы, якобы. Мы можем вот эту комнату вообще не С трогать. камеры, да, условно разрастает говоря. просто. Егорик пойдет в каюту, я пойду там на капитанский мостик, где вот Кристина слышала, как мне прям вплотную подходит и смотрит на меня. А ты пойдешь в двигательный отсек. Приколдес. Чем мы здесь-то попробуем сейчас разложить вещи и посмотрим, сделаем фотографию постфактум, посмотрим, разбросаны они или нет. Так, ну у нас... Предлагаю разобраться, разделиться. правильно? Да. Если что. Здесь настолько сильно разносится звук, что если даже что-то происходит в другой части корабля, это прекрасно слышно. Кстати, Димон красавчик. Если слышно на заброшенном, в пустом заброшенном здании, любое эхо, просто раскатами оно пронесется по всем коридорам везде, то на корабле что-то мне подсказывает, что можно в одной стороне пернуть, во второй ты в 10 раз громче услышишь. Я прям почему-то уверен в этом. Так что если вдруг ты где-то будешь верещать, мы, как минимум, услышим. Мне кажется, я не буду верещать, я просто отключусь от страха, если будет мне очень страшно. Если, ну, смотрите, если я услышу шаги, я сразу же отключусь. Ну, типа, пацаны, вы понимаете уровень страха? Человек отключается. Так, ладно, давайте расставлять предметы. Давайте, может, мы здесь, вот здесь есть игральные карты. Давайте, может, мы карты разложим Давай, каким-то особым методом. давайте разложим карты. Ну, давай так, вот, смотри, у нас квадрат. Мы положим чисто вот по краям. Раз, карту. Два карту. Я думаю, что вполне, если тут что-то есть, вы сможете сдвинуть такие легкие предметы. Схема такая, мы отвозим Егорика, получается, в каюту, но потом я тебя отвожу уже вниз и сам отправляюсь в рубку капитана. Так, свет, рация, камера. Все. Рации всегда включены, правильно? Да, рация всегда включена, на всякий пожарный. Ребята, вы просто даже не представляете, насколько мне страшно. Фух, легкий мандраж есть все-таки. Я вот уже сколько на заброшках с Диманом периодически бываю. Давно мне так страшно не было. Так, я так понимаю, в одной из кают. Ну давай вот это, более такая. Вот это твоя. Да. Ну, Все, это твоя каюта. Приятных снов. Если что, мы рядом. А мы пошли с тобой в машинный отсек. что было? Пацаны. Давай, Егорик. Что вы смотрите? Все хорошо.
Танкани. Зайди, говорит, Стойте. первым. А что вы слышали-то? Все хорошо. Да просто какие-то звуки. И мужик в проеме Держись, стоит. брат. Ну что? Ты готов? Ты готов машина отсек? Чё не Вообще не готов, Диман, вообще Мужик просто не такой. готов. Пойдем. Сейчас вы вот здесь оставили, пожалуйста. И готово. Так. Даник, ты готов? Да. Раз, два, три. Ту-ту-ту-ту-ту. Нет, Диман, нет, ты чё? Давай я на капитанской. Почему? Диман, да ты прикалываешься, что это пиздец. Да, чтобы вы понимали, о чем идет речь. А я к капитану пойду ночевать. Мы уже распределились, все, пойдем. Я сам не хочу здесь ночевать. Просто посмотрите, какой масштаб. Чтобы вы осознавали, здесь где-то, ну вот, высота от 3-4 этажей. И все это вглубь еще палубы уходит. Да я тут умру от страха. Пойдем. Иди, ебаться. Нет, Диман, пожалуйста. Ты здесь стоишь, туда. Ты здесь. Дима, Даник, кто-нибудь ответьте, пожалуйста. Алло, да, слышим тебя. Только что, я не понимаю, вы спускался кто-нибудь из вас вниз сейчас возле моей каюты? Нет, мы в двигательном отсеке. Блять, это пиздец, потому что возле моей каюты туда-назад, раз, два, кто-то, блять, как будто бы даже пробежал. Еду в аэропорт, лечу к морю. Заселиться в отель, подготовить оборудование. Арендовать машину на ней к объекту. Час вдоль побережья по гальке пешком. И мы на месте. Вернуться в отель, дождаться ночи и снова на объект. Нехилое путешествие, и в его организации я благодарен One2Trip. Через удобное мобильное приложение вы можете бронировать отели, брать в аренду авто, покупать авиа и ЖД билеты, а также за... Интересная приложуха. Я думаю, директор мой тоже плюсанет его. Пригодится. Слышу, Полезная реклама. опять шаги, и уже не просто шаги, а ясно, что какое-то существо или человек, кто... Кошка опять это чувствует, она обязательно сразу начинает мяу, мяу, сильно орать. Вот, через некоторое время, вот, опять шаги, но уже по верхней палубе. Я через некоторое время, сразу нет, думаю, интересно, куда он пойдет. Через некоторое время опять беру фонарик, туда, кошка за мной. Залез туда, походил. Мяу, Вот. бич! Пока я ходил там, никого не видно. Чувствую внизу уже опять. То же самое. Вот человек ходит, и я думаю, ну черт, как он быстро так мог, я только по этой по лестнице быстренько спустился вниз, опять никого нет. Но голос явно слышал, не то, что мне показал, ну раз показался, а то несколько раз. Вот в чем вопрос. Блять, это пиздец, потому что возле моей каюты туда-назад, раза два, кто-то, блять, как будто бы даже пробежал. Кажется, сейчас этот Егорик, он все заруинит. Что он изначально... Я закрою дверь. Он изначально чуваки, пугается всего Пацаны уже абсолютно. ушли. Я не знаю. Он уже на панике. Я его закрыл на замок. Все, я закрыл на Сейчас замок. любой хруст, свист, все. Если сидеть так прислушиваться, это... Что это, блядь? Это шаги стопроцентные. Диман, да ты прикалываешься, что ли? Это пиздец полный. Кто здесь? Фу, сука, мне плохо стало. Сука. У меня же есть рация, я забыл. Я сейчас завис на минут, наверное, 10. Я не знаю, сколько прошло времени. Но ощущение, что за дверью кто-то ходит. Постоянно причем. Дима, Даник, кто-нибудь ответьте, пожалуйста. Чувак, у нас у самих здесь звуки просто капец. Поверь, Данику намного хуже.
Ладно, все, я его здесь оставляю, ухожу в капитанский отсек. Давай. Давайте, пацаны, давайте. Ладно, сейчас иди, короче. Иди вот быстрее, быстрее. Как хорошо, что я здесь не остался, ребят, здесь пиздец жутко. Что это, блядь? Что это? Так. Карта на месте. Огромный плюс, что я здесь уже был. Ну, походу, какой-то капитан. Короче, я не знаю, как вам передать свое состояние, но оно критически. Оно критическое просто. Ну, типа. Все. Все. Смотрите, как жестко, ебать. Все. Ладно, все, Критически. я мужик. Нужно собрать волю в кулак и продержаться здесь. Потому что ребята не менее страшны. Тут кромешная тьма, кромешная тьма. Я здесь один, здесь огромное пространство. Эй! Я не знаю, что делать, хоть забиваться в угол и плакать, потому что мне никогда в жизни не было так страшно, как сейчас. Я вам клянусь, я клянусь вам, мне так страшно. Пацаны, как у вас дела? У меня все тихо пока. Я раскладываю мешок. Попытаюсь прилечь. Я в порядке. Страшно пи***ц, но я держусь. Отлично. На самом деле, как его Егорик, да, дали самое простое место. Просто обычная каюта, закрылся и все. Сидишь. А вот как Даник спит, вот это вот... Никто не мог подняться. Трап высоко, трап находится на уровне 8 метров. Кто поднимется? И ты уверена, что никто из охраны над тобой не прикалывался? Нет. Ну, чтобы вы понимали, охрана одному человеку 73 года, другому человеку 54 года. Второй 54. случай был такой, что я уже больше там спать не стала на открытом воздухе. Я ушла в каюту и открыла дверь, потому что жарко. Чтобы немножко ветерок продувал, я открыла дверь. Да, сплю, лежу и понимаю, что кто-то вот стоит в коридоре. А как ты это поняла? Ты услышала Ну что-то? вот как-то интуитивно, то есть я сплю, и я просыпаюсь от каких-то, возможно, звуков или просто от ощущения. Бывает такое, что когда кто-то приходит и на тебя сверху вот так смотрит, ощущается, правильно? То есть я понимаю, что кто-то где-то рядом стоит, кто-то где-то смотрит, может, звуки какие-то слышу. Я просыпаюсь, голову поворачиваю, в коридоре никого нету. Муся всегда спит со мной, она сидит и смотрит в этот коридор. Соответственно, я встаю, выглядываю, никого нету, я Тимошенко закрываю Валерий дверь, просто вот Альбертович. так вот закрываю. Закрываю ее на ключ, ложусь, и я уже не могу спать, потому что мне страшно. Мне страшно, охрана где-то внизу, я здесь нахожусь одна, я лежу и начинаю прислушиваться, и как будто, какие-то шорохи, звуки, как будто кто-то куда-то уходит. Ну что, я буду совсем психом, если попробую здесь осмотреться. Так, в общем, свет поярче. Булки сжали. Вы видите, как, здесь жестко? Нет? Кто-нибудь это понимает сейчас? Ребят, я буду сейчас с вами разговаривать, потому что, мне правда очень, очень стрёмно. Я слышу какие-то микро такие, знаете. Я не знаю почему. Шаги. Я просто Я рофлю. слышу какие-то звуки. Наверное, это волны, которые бьются об корабль. Так, показываю, что из себя представляет комната капитана. Это вот такое небольшое пространство, видимо, его рабочий стол, небольшая спальня с гардеробом и, соответственно, уборная и душ. Фух.
проверять. Основной прикол в том, что дверь, как говорит, должна быть открыта. Поэтому я сейчас что-нибудь найду, зафиксирую ее в открытом виде и буду сидеть, открыто. ждать. Что это? Кто там? Кто здесь? Там надо под Балтикой девяточкой ходить. Дима, это ты? Б9 просто вшатал и пошел. А его? Лимон самую правильную позицию выбрал. Понимаете вообще, что происходит? Что нахрен происходит? Что здесь интересно? Очень страшно. Все. Я курой по миду фидить. Все. Сука, за дверью, у меня ощущение, полное ощущение, что за дверью кто-то стоит сейчас, блин. Это пиздец. Все пропало. Ощущение, что за дверью. Что такое? Ощущение, что за дверью кто-то стоит. Это гениально просто. Я бы орал бы, я не знаю, ну как бы мне страшно не было, мне кажется, я просто бы ржать бы начал как конь, зная себя. Это, если бы я такое услышал в рацию, это все, это на этом бы все закончилось. Я не прикалываюсь, полное ощущение. Я в тот раз, когда по крайней заброшке по этому пансионату ходил, у меня у ребят, короче, когда они... Первый раз, наверное, когда мы поехали. Короче, он один зажал тангетку, ну, кнопку на этом, на станции. И мы, короче, пошли. И я иду, я слышу, понимаешь, то есть, ну, я двинулся, я слышу, понимаешь, шорохи. И как будто кто-то говорит, типа, ну, она у него где-то в штанах там или где. Я, знаешь, такой, типа, блядь. Очко сузилось так, что да, кто-то дышит, кто-то, знаешь, как будто голос издалека разговаривает, знаешь, такие еще какие-то ухватывает речь. Я думаю, ёпта. Ребята, у меня отчетливо здесь кто-то ходит. Что еще раз? У меня отчетливо здесь кто-то ходит. Все. Сейчас кто-нибудь что-нибудь ударил или закрыл дверь? Я тоже это слышал. Ребят, мы не одни на корабле, кто-то еще здесь есть 100%. Все. Блин, ребят, давайте тогда встретимся, но нам нужно. Пожалуйста, давайте встретимся, я вас умоляю. Пожалуйста, давайте встретимся, я в рот не не хочу сидеть в этом... Ну, вы поняли. Так, я просто представляю, как это выглядело. Дима такой приходит к Егорику, да, кем бы он ни был, я просто реально не знаю, кто этот человек, наверное, тоже, может, тоже блогер, чувак. Приходит такой, говорит, слушай, Егорик, понимаешь, смотри, я снимаю заброшки, да, там страшный, реально страшный контент, надо будет приехать на заброшенный корабль, который весь там скрипит, трещит, понимаешь, как бы надо будет ночью там провести. Да, конечно, го. То есть люди собираются, едут к черту на куличики, приезжают, идут там не знамо сколько, тратят кучу денег, времени, приходит, потом такой, все, поехали отсюда, все, давайте. Все, я не могу больше, я не могу. Зачем ты ехал тогда туда? Не, ну с другой стороны, если без шуток, конечно, человек может себя по-разному повести. Ситуация может быть страшной и просто мог, ну, растеряться, испугаться. Если без рофла, то, возможно, реально просто перепугался чувак.
Себя вспомни из заброшки. Я напоминаю то, что у меня нет рации. Я имею в виду, я во время заброшки ни с кем не разговариваю. А вот это вообще забейте. То есть, если бы я во время заброшки общался постоянно, я не сравниваю. Я просто вам говорю, то есть, если мне кто-то спросил в чате, себя вспомни, я вообще один хожу. И это крайне крипово, это насколько вообще возможно крипово, потому что тебе вообще не с кем поговорить. Вот это реально стрёмно. Поэтому, когда по рации разговариваешь, все равно поспокойнее. То есть, ты знаешь, что хотя бы на этом корабле кто-то есть. То есть, кто-то из, так скажем, ребят. Вы можете вместе встретиться, я пока подожду здесь. Даник, брат, мы встречаемся с тобой или сидим? Просто у меня тут такие звуки, что я в рот ебал. Я бы все-таки еще подержал. Надо... Даник, мужик. Побыть от ним как бы и не хотелось Мужик. это делать. Запись судовой журнал 1303, говорит капитан корабля. Откуда на корабле кошка? Был запрет на домашних животных, я не понимаю, кто пронес. Никого из экипажа так и не было обнаружено. Но на корабле кто-то есть. Я начал замечать звуки, постоянно кто-то ходит. Пару раз видел свет от фонаря, догнать не успел. Кто-то ходит по кораблю и прячется от меня. А я ничего не понимаю. Или мне все это кажется, или все это кажется. Еще эта кошка, она постоянно кричит при виде меня. Данику одному сыкотно, одному идти по кораблю. Чуваки, Что в этом такого? Думал, что это будет Всем бы было страшно. ролик. Фу, пацаны просто нагнали у страху сейчас, потому что, ну вот как я должен реагировать, когда Дима говорит, что ребята, мы на корабле не одни. Мы одни на этом гребаном корабле. Мы одни. Здесь никто не мог подняться из них. Бля, очень стрёмно. То, что вот он слепит Чем себя, больше вот это вглядываюсь опасно. в темноту, тем более Даник, жутко. брат, пожалуйста. Нет, давай нахуй вдвоем все-таки лучше вместе, пожалуйста. Что там у тебя происходит? У меня, блядь, скрипы возле окна. Просто как будто, я не знаю, как объяснить. Вот один шаг, очень мощный, большой шаг, и он такой, знаешь, скрип по пола. Дим, что нам делать? Диман, прием. Дима, ты с нами? Алло. Дима сейчас не выходит. Брось, самое неподходящее время не отвечать на рацию. Дима, прием. Чувак, мне кажется, он не ответит, надо идти. Возможно, он просто оставил рацию где-то и пошел куда-то. Может, я сейчас крикну громко? Не-не-не, Даник, подожди, давай встретимся, братан. Пожалуйста, давай встретимся сейчас с тобой. Я все-таки рискну. Дим! Дима! Блять, мы обосрались. Что с тобой? Где ты был? Я в каюте сижу. В смысле, почему ты не отвечал на рацию? Я понимаю, вы сидели в... Рацию постоянно говорили, я прислушиваюсь к шагам, я выключил рацию. Все, давайте тогда 10-минутное молчание по рации. Принято. Все, я постараюсь расслабиться. Может, попробуй закрыть глаза, если удастся уснуть, будет супер. Господи, прислушиваемся к звуку. Просто вы понимали, здесь гробовая сейчас тишина. То есть не слышно ничего вообще. Парни, Что случилось?
Ну, смотрите, я сижу в каюте капитана, и вот когда я вырубаю свет, за пределами каюты, я специально дверь открытой оставил, там реально что-то происходит, как будто вот кто-то перебегает. Но это, знаешь, не прямо отчетливые шаги, так... И что нам делать с этой информацией? Давайте встретимся. Я просто думаю, может пойти посмотреть, может какой-то шнур, а что-то бьется. Что такое? Дима, что случилось? Что случилось? Дим, что случилось? Это 4-й случай, так сказать, то же самое. Но слышу звук такой там, по палубе. Вот, тоже вроде как кто-то ходит, и тяжелые такие шаги. Вот, я думаю, да ёпарс, ну сколько можно. Выхожу и фонариком свечу. Стоит человек. Ну явно стоит человек, я освещаю, его силуэт есть. Вот где генератор, только туда дальше, к носовой части. Я на него, я говорю, ты что тут делаешь и как ты сюда попал? Молчит. Вообще молчит. Вот, я думаю, ну что делать, блин. Я думаю, ну пока он там стоит, от генератора подальше туда, ну метров, ну 10 туда, к носовой части. Я раз, генератор завожу, а у нас там фонарь завел, раз, силуэт, раз, и такое впечатление, как он мелькнул. Раз, ну я поглядел, вот именно здесь стоял, явно. Вот. Ну я туда с фонарем посмотрел, ну таких фактически следов-то нету, но явно стоял человек, я его освещал. Потом генератор завел, и такой, как на носовую часть, туда раз и исчез. Ну, смотрите, я сижу в каюте. Если что, ребята, я не то что залип или никакой реакции не даю, я вслушиваюсь. И в конце видеоролика пару моментов скажу, которые я уже заметил. Капитана, и вот когда я вырубаю свет, за пределами каюты, я специально дверь открытой оставил, там реально что-то происходит, как будто вот кто-то перебегает. И что нам делать с этой информацией? Я просто думаю, может пойти Посмотреть, может какой-то шнур, а что-то бьется. Блять! Сука! Сука, блядь! Пи***тина, блядь! Кошка, скорее всего. Он вниз посмотрел. Дим, что случилось? Вниз посмотрел. Ебучая кошка, блядь! Блин, суки, как я обосрался! Сука, его кошка напугала. Блядь! Вниз посмотрел, я понял. Опасная кошка, где ты, сучара, блядь? Чуваки, вы сейчас, вот сейчас без шуток, вы сейчас ходите? Блять, шаги, чуваки, пиздец, шаги, просто ебать возле меня шаги. Так, что мы делаем? Я хуй знаю, давайте валить с этого корабля. Не, подожди, так неинтересно. Сейчас я до вас дойду. Встречаемся у каюты Егорика. Фу, блядь, надо валить. Ты сейчас спускался, Дима? Да, это я сейчас спускался. Давайте, может, мы здесь, вот здесь есть игральные карты. Давайте, может, мы карты разложим. Мы положим чисто вот по краям. Раз, если тут что-то есть, оно сможет сдвинуть. Я не вынесу здесь больше 10 минут. Останься пока на месте. Хорошо. Я здесь! Закрыть дверь! Чувак, пойдем на пол. Опять прикалывается, чувак.
Отдай приказ карты разбросаны. Боялся я Кольку. Мне так никогда в жизни страшно. Ёб твою мать, это пиздец. В общем, пацаны, давайте понимать, на корабле кто-то еще есть. 100%. Карта разбросана. Ты серьезно? В комнате разбросаны карты. Не те, которые мы положили, а другие. Я не помню. Я не помню, чтобы я оставлял снизу стола лежат карты еще. И на самом столе лежат карты. Не может быть такого, этого не бывает. Когда смотришь фильмы и какие-то там паранормальные явления, ужасы, как-то, ну, смотришь на по ту сторону экрана, и ты не осознаешь. Когда сталкиваешься со всем этим на самом деле, вот в реальной жизни, это очень страшно. Не, ну это серьезно, я вообще не шучу. Это было много раз, это не я одна замечала эти шаги. У нас ночевала, в гости приезжала семья, ночевала девушка с молодым человеком, с мужем. И она говорит, я тоже замечала, что вещи, особенно, допустим, вечером, что-то оставляешь, приходишь утром, просто прогуливаешься, вещи лежат не на своих местах. Я это замечала несколько раз. Когда мы дежурили с дядей Вовой здесь, стояли на трапе, оба, там вот на улице стояли. Я захожу сюда, вот конкретно в это место, открыт вот этот шкаф, и все валяется на полу. Никого нет, никто сюда не заходил, никого вообще не было, открыт шкаф, и все валяется на полу. Я просто убежала отсюда, мне было страшно после всего вот этого. Ты знаешь, вот темнота. Может же быть такое, что мозг, любой звук усиливает раз в 5. Конечно. Пацаны, не могли же они так играть, да? Нет, не могли. Этого точно не было. И знаете, в чем прикол? В том, что ведь по факту, тот факт, момент с картами знали только мы втроем. А если кошка? Кошка разбросала карты? Кстати, единственный вариант, наверное. Не, погоди, вот здесь карт не было. Вот, верно. Это точно так не было. Вот так она не положила. Нет, вот, ребята, сейчас вы смотрите. Тут два варианта. Либо над нами жестко глумятся, либо это просто лютейший пиздец, и мы действительно попали в мир, где какие-то нахуй паранормальные явления. Не, я думаю, над нами глумятся. Ты нас подозреваешь? Грамотно. Красава. План банан. Блядь, не знаю, давай. Если, сука, вот реально что-то с картами опять произойдет, 100% что-то есть. Как говорится, не пойман, не крол. Пойдемте в рубку, капитан. Про тебя, кстати. Тишину поймали. Врубаем свет. Я даже не знаю, что стремнее, осознавать, что сейчас на корабле кто-то еще кроме нас, или то, что это какая-то мистическая херня. Запись журнал 1252, говорит капитан корабля, экстренная ситуация. Я встретил человека. Он не из экипажа. В 22:50 вышел на вечерний обход палубы и... На другой стороне кто-то был. Там стоял человек, он смотрел на меня, я четко видел его. Он смотрел на меня, он двигался, я... Сначала подумал галлюцинация, а потом он включил фонарь на моем корабле. Он включил
совершенно ничего не понимаю. Стойте. Да. Понимаете, сейчас такая ситуация у нас, что мы, перематывая на камере, не можем очень детально просмотреть, наверное. И, возможно, только на монтаже, когда у вас будет звук, и вы по пикам поймете, где что там происходило. Чуваки, давайте садиться, смотри. Какой все 20 минут. Либо давайте третий раз попробуем. Вот то, что мы третий раз попробуем. Так, ладно, смотри. В общем, вся ситуация с картами упирается в то, что Егорик предполагает, что из-за того, что мы их вот так вот на край положили, они могли сдвинуться и упасть. Ну, под весом просто. Под весом, да. Давайте так, сейчас мы аккуратно их положим как-нибудь, допустим. Вы взяли просто на середину. Ну, хотя так, да. Ну окей, хорошо, давай я их идеально ровно положу. Да, давай. Вот давайте так, если в третий раз что-то происходит, я отсюда убегаю со скоростью флеша. Я отсюда спрыгиваю, не опускай лестницу. Так положи просто на стол. Вот. Свежее, блядь, решение. Кладу, под своим весом они никак не могут сместиться. Мы здесь их оставляем, соответственно, идем в машинное отделение к тебе. Ну что, ребят, подошла к концу эта страшная, странная ночка. У меня такое дикое подозрение, что вы захотите продолжение. А что надо сделать для продолжения? Я думаю, 1 000 000 лайков. Миллион это как-то жестко, 990 тысяч. 990 тысяч лайков, и мы снимем вторую часть. Уже более подготовленно сюда приедем, потому что мы даже не ожидали, что что-то подобное будет твориться на этом заброшенном корабле-призраке. В общем, подпишитесь на ребят. Егорик шикарен, Даник не менее прекрасен. Ну иди в Масленников, дальше будет еще интереснее. Запись судовой журнал 1493. Говорит капитан корабля. На судно проникли 3. 2 человека ходят по каютам, 1 у двигателя. Я все еще капитан корабля. Я не позволю отнять мой корабль. Ну, скажу от себя.
Люди говорили мне предельно. Когда же ты по поводу Димона скажешь предельно, вот прям откровенно, что ты думаешь? Легко. Кстати, до этого я тоже предельно откровенно говорил все, что я думаю. Несмотря на то, что он там и коллега по цеху или еще что-то, но скажу следующее. Локации выбраны гениально. Кто выбирал локацию, это 100% плюс в карму, плюс к опыту, и очень круто, просто нереально круто. С огромной историей, сделали такой небольшой сюжет. Прикольно, здорово, классно. Кто сценарий вот этот вот маленький прописал, прикольно. Наверное, не хватило съемок. Посмотрел бы чуть более крутые съемки, потому что край красивейший. И это было очень круто за этим смотреть. Что еще хочу сказать? Корабль. Корабль большая, металлическая, в принципе, посудина, напичканная разными перекрытиями, лестницами, хересницами и, в общем-то, всем, чем только может быть. А звуки может издавать совершенно разные. Очень интересно по поводу шагов и всего остального. Если очень внимательно сейчас присмотреться, если досконально выстраивать всякие версии, варианты и все остальное, я вам могу сказать следующее, что команда в этот раз поехала очень большая. У Димы, я не знаю, как он до этого ездил, но на одном из кадров я обратил внимание на следующее. По-моему, где-то вот здесь. Да, именно здесь это видно, их поехало очень много. Я думаю, что человек 7-8... То есть вот если вот мы некоторые кадры вот здесь вот поймаем, то будет видно, что там вот еще вдалеке 1, 2, 3, 4... Здесь люди. Но, возможно, это туристы. Возможно, это обычные туристы, которые сидят, втыкают и не более того. Вариантов тоже огромное количество. Верю ли я в то, что что-то происходит на этом корабле? Ближе склоняюсь к тому, что да. Объясню почему. Потому что реально есть очень странные моменты. С картами считаю неправдоподобным, а вот некоторые вещи, касаемые перемещений животного, вообще то, как себя ребята ведут, какие-то определенные звуки. Интересно, очень интересный момент, прям предельно и максимально, насколько это возможно. Чего мне не хватило в этом ролике? Не хватило много народу. И не в обиду, я повторюсь, я не знаю, кто такой Егорик. Я вот, знаете, не хватило вот этой вот атмосферы. То есть мне больше почему-то хотелось улыбаться в некоторых моментах. Хотелось, как-то у меня больше улыбка на лице, да, то, что он там очкует, то, что он как бы, ну, совершенно нормальная на самом деле реакция человека, кто не связан там с заброшками или еще с чем-то. Реагируют все по-разному, поэтому. Но не хватило атмосферы. И еще самого главного не хватило. Не хватило того, если бы Димон прошел по кораблю. Вот это жопа. И исходя из какого-то, пусть даже минимального своего опыта, скажу следующее, что я не представляю, вообще не представляю ситуацию, если остаться одному на этом корабле и просто пройти по нему. Заглянуть во все каюты, посмотреть тут, посмотреть там, это вообще забейте, это, ну это, я думаю, что это было бы крайне страшно, крайне крипово, насколько это возможно, именно одному. То есть заходит человек на корабль, оттуда все выходят, осматривают этот корабль, что там нет никого. На глазах у людей поднимаются все лестницы и все остальное, и человек остается один на корабле. Вот это полная вообще габелла была бы. Вспоминаю такие вещи старые, да, они впитывают в себя определенную историю. Они могут какую-то иметь фантомную память, то есть, в принципе, все, что угодно может быть. Нужно посмотреть, кстати, историю корабля, сколько он вообще прослужил и так далее и тому подобное. Очень интересно. Буду рад посмотреть разбор. Я думаю, что 50 лосей поставите, давайте посмотрим. Очень интересно. Ну и самый главный вопрос, конечно же, как всегда, который мучает всех. Согласился бы ты провести хотя бы, ну, понятно, что это не ночь, но хотя бы несколько часов в одного на этом корабле? Скорее всего, нет. Это невероятно сложно, это невероятно страшно, потому что это замкнутое пространство. Это куча разных комнат, ответвлений и всего остальное. И оставшись одному на этом корабле, можно просто, ну, немножко чекануться. Прям конкретно так чекануться. Делаешь ли ты это? Сразу предугадываю. Когда-нибудь, не когда-нибудь. Да. Я не говорю за весь корабль, я не уверен, что можно прямой эфир провести на всем корабле, хотя если заморочиться можно. Но на каком-то его участке, на большом участке, это сделать можно, я уверен. Там, допустим, я думаю, на верхних палубах, несмотря на металлические конструкции, сделать это вполне можно. 150 тысяч лосей и погнали, пишет Фарсон. Легко. Сдержишь ли ты свое слово? Да.
Хорошо, давайте. 150к лосей я сделаю это. 150 тысяч лосей, но я сразу говорю, что точно будет. Это проходится весь корабль, ребят, потому что, одному оставаться, это, сердце просто может, извините, но здесь даже не лес, тут даже бежать некуда. Здесь просто забейте. 150 тысяч лайков я не буду снимать, я проведу оттуда прямой эфир. По крайней мере, попрошу хозяйку корабля. Могу, да, это сделать. Очень интересное место, одно из немногих, куда я бы хотел побывать из димоновских, я имею в виду мест. Конечно, если брать замки и если брать корабль. Еще раз говорю, место подобрано просто гениально. Хорошо, если вы все топите за это, я сделал бы оттуда прямой эфир. Посмотрим. Хорошо. 150к, я, по крайней мере, хотя бы постараюсь связаться как-то хозяйкой этого корабля, естественно, после съемок Димы. Я ни в коем случае не буду ему мешать, если он еще что-то не доснял, то все сделаю после. Так что большое уважение, большое, Димон, уважение команде. Круто. Круто отснято, но немножечко атмосферы не хватило. Еще бы я, конечно, был бы рад посмотреть именно твои эмоции, твои реакции. Спасибо всем за просмотр.